Доброго времени, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Кто еще не успел подписаться, подписывайтесь. Сегодня предлагаю посмотреть на такую тему, как что происходит в жизни вашего предателя. Также напоминаю, для личного расклада обращайтесь ко мне на WhatsApp либо Instagram. Свои координаты, как можно будет со мной связаться, я укажу в описании к этому видео. Итак, приступим. Представьте, пожалуйста, своего мужчину. Так, кто же этот ваш предатель? Какой это мужчина? Так, у мужчины на данный период времени происходит кармическая ситуация. Скорее всего, мужчина на данный период времени проходит какие-то уроки, а именно конкретно бумеранг. То, что раньше он мог скрывать, сейчас полезло все наружу. Сейчас именно ангелы трубят, что, скорее всего, у этого мужчины сейчас не легкий период жизни. Так, кто этот ваш мужчина? Так, и правда, на данный период времени у вашего мужчины, возможно, есть какие-то ограничения в жизни, да, есть какие-то проблемы. Помимо этого, есть какие-то проблемы, связанные могут быть со здоровьем. Может быть, он находится в местах не столь отдаленных. Сейчас вот высшие силы конкретно взялись за вашего предателя. Что-то на данный период времени у него не получается. Здесь получилось так, что не сама характеристика этого мужчины, а что, какие события у него на данный период времени происходят. Какие-то трудности есть. Так все-таки, кто же ваш мужчина вообще, предатель? Какой он, по идее, вообще мужчина? Так, мужчина тот, который, когда в кого-то что-то вкладывает, да, а тут вкладывает, понимаем, что минимально. Мужчина на данный период времени очень недоволен результатом. Именно ваш предатель. Не знаю почему. Скорее всего, здесь не исключаю, что в работе у него пошли какие-то незапланированные разрушения в жизни, да. Вот что-то пошло не так. Почему? Вообще сам по себе мужчина здесь у вас продуманный. Помимо этого ходок, да, он вообще сам по себе может быть очень активным мужчиной. Очень быть таким общительным со стороны, да. Но при этом очень продуманный, холодный, озлобленный, а именно конкретно на данный период времени он злится. Эта злость может как быть из-за того, что сейчас все идет не так, как ему надо. Почему? Потому что, да, он во что-то мог вложиться. Может быть, эта работа впахивал туда, и так получилось, что, ну, могут вышвырнуть его, да. Либо со здоровьем какие-то проблемы. Вот что-то такое здесь. Так все-таки, как поживаешь ты на сегодня, предатель? Говори. Как предатель ваш сегодня поживает? У мужчины есть две женщины на сегодня. Конкретно мужчина стоит перед выбором. Мужчина конкретно на данный период времени общается с обеими женщинами. Мужчина сам по себе манипулятор, манипулирует сразу. Ну, на двух стульях усиделся здесь. Так, и что еще у тебя происходит в личной жизни? Говори, предатель, что происходит? Что происходит в личной жизни? Вот, пожалуйста, вот они вышли, две женщины у него. На данный период времени присутствуют две женщины, причем одна женщина, я так понимаю, более создана для любви, да, которая может любить этого мужчину. Да, и вторая женщина — это более такая материальная, стабильная женщина. Может быть, мужчина на данный период времени женат, и у него есть любовница. Либо проживает с одной женщиной, и у него на стороне кто-то есть. Помимо этого, я же вам говорю, он здесь сидит на двух стульях с обеими одновременно. Но и при этом что-то его здесь не устраивает, обижается. Скажи, предатель, что тебя конкретно не устраивает? Что тебя не устраивает в этих женщинах? Что такое? Здесь одна, не знаю, может быть, даже это и вы, да? Он разочаровался конкретно в одной женщине, а может быть, это на данный период времени и без вашего присутствия есть здесь две женщины, а вы идете здесь как прошлая женщина. Королева мечей это еще показывает, как и прошлую, да, бывшую женщину. Есть конкретно та женщина, которая, скорее всего, натерпелась от этого мужчины, от его характера. Почему? Потому что здесь мужчина, скорее всего, с этой женщиной не церемонился. Женщина здесь потеряла какую-то веру в этого мужчину, и здесь, скорее всего, она его послала далеко и надолго. Чему этого мужчина здесь не рад. Женщина этого категорически этого мужчину не признает, видеть она его не хочет. Женщина здесь сама в нем в первую очередь разочаровалась, но этого мужчину очень сильно задела. Причем я могу еще добавить, скорее всего, эта женщина для него была главной женщиной. Почему? Посмотрите, разница есть, да, в чем? Ваш предатель. Все-таки в жизни этого предателя вы присутствуете. Давайте все-таки для точности узнаем. Скажи, кто эта женщина? Так,
эта женщина, скорее всего, вы. Не исключая того, что у вас отношения с этим мужчиной были серьезные, да, может быть, вы состояли в браке, либо до брака не дошло. Мужчина почему-то вот именно конкретно вам что-то хочет преподнести, какой-то урок, хотя урок преподнесли вы ему. Этот мужчина, если я описываю, да, подходит под вашу характеристику, ну и, соответственно, ваши отношения, да, значит, это про вас. Мужчина на вас злится, ревнует, помимо этого, конечно, конфликтно на вас настроен, ну, именно на ту женщину, которая отсекла его. И, скорее всего, я почему-то думаю, что здесь была семейная пара. Хорошо, вот у него на данный период времени, помимо вас, еще присутствуют здесь две женщины. Скажи, пожалуйста, предатель, что у тебя происходит в личной жизни на сегодня? На сегодня что происходит в личной жизни? У него, кстати, да, правда, есть женщина, у него тайная женщина. К этой женщине у него есть чувства. Помимо этого, он может к этой женщине ездить, они могут тайно встречаться, либо могут, что-то может их связывать, да. Но однозначно здесь мужчина скрывает будущее, даже если на данный период времени он проживает с одной женщиной, у него есть параллельно еще другая женщина, с которой он втихаря встречается. Так, что еще в твоей жизни происходит, в личной жизни? Что у тебя? Есть какие-то проблемы у этого мужчины? Так, мужчина, на него навалили здесь много обязанностей. Мужчина каким-то образом здесь может очень хлопотать касательно своих планов, но почему-то очень сложно получается. Скажи конкретно, предатель, что у тебя происходит в доме? В доме что? Что в доме у тебя? В доме у него какие-то перемены произошли. Возможно, у этого человека мог родиться ребенок. Такое тоже не исключаю. Так, что за перемены у тебя произошли, предатель? Скажи, пожалуйста. Так, здесь я скажу, в доме могли быть перемены, какие с ним связаны. Конкретно с этим домом, где на данный период времени этот мужчина, его могли оттуда вышвырнуть. Еще могу сказать вашему предателю, в его доме поступает с ним так, как он заслужил. Еще раз повторяюсь, что мог родиться у него ребенок. Так, и еще могу добавить, что в доме могут быть конфликты тоже, такое тоже не исключаю. Что у тебя конкретно в доме, скажи. Угу. В доме у него есть сильная женщина, которая, скорее всего, пытается его как-то прогнуть здесь, да, склоняет его больше к семье, может быть, эта женщина вообще семейная, может быть, это его родственница, тоже не исключаю, да, может быть, мама, которая дает дельные такие советы, как всегда. Ну, предатель, что у тебя еще в доме? Так, я вам скажу, у него на стороне еще кто-то есть. Мужчина двойственный, еще не определился. Может быть, у него на данный период времени две женщины, да, и он конкретно не знает, кому себя подарить. Почему? Потому что здесь мужчина эгоистичный, да, он себя рассматривает как здесь принц такой. Соответственно, он себя очень ценит. И, конечно, в прошлом есть уже набитые шишки. У этого мужчины, скорее всего, много ошибок в жизни, да? Касательно еще и предательства есть. Скажи, пожалуйста, как тебе живется после предательства? Предатель, ну-ка скажи, как тебе живется после предательства? Ой, посмотрите, у него, вот первым делом, когда он вас предал, он почувствовал себя, жизнь началась. Понимаете, в работу пошел, здесь и женщина у него сразу появилась, либо она уже была на тот период времени, да? Такая красивая, самодостаточная. Но он понимает то, что такая женщина будет смотреть на денежки. Понимаете, это же не вы, которые любили его, а там женщина знает себе цену. И он себя даже очень прекрасно чувствовал. Ну-ка скажи, как ты еще себя чувствовал после предательства с финансами? Он бухал. Вы знаете, что, скорее всего, после того, как он с вами расстался, для него это тоже было нелегко. Вы для него все-таки потеря, и, скорее всего, я с большой вероятностью скажу, что здесь мужчина запил. Он как-то ушел в работу, и помимо этого очень много сильно пил. Это отразилось еще на деньгах. Так. Ну, а та женщина, вот, которую ты ушел, скажи, как у тебя с ней дела на сегодня? Как у них дела? О, там эмоциональные, ё-моё, все у них что-то там плохо. Что-то мужчина там, какое-то разочарование произошло. Болезненная могла произойти ссора, разрыв, мучения какие-то.
Вот причем это все эмоционально. Скажи, пожалуйста, предатель, а почему, что тебе не понравилось в этой женщине? Что не понравилось в этой женщине? Она его кинула. Вашего предателя она не оценила. Не оценила. Почему-то у них отношения здесь закончились. Не стоило предавать. Скажи, ты доволен тем, что ты предал ту свою женщину, которая смотрит этот расклад? Нет, недоволен, недоволен. Все-таки я с ней был счастлив. Она воплощала мои иллюзии. Вот видите, как начиналось с чего, что происходит у него в жизни, и с вас, и вы здесь пошли. Все-таки он считает то, что он был с вами счастливым, понимаете? Ну и что ты еще скажешь по поводу этой женщины? Ностальгирует по вам, но все равно здесь сдаваться не хочет. Он стоит все равно на своем, я вам скажу. Может быть, даже и к вам приехать хочет, понимаете? Вот так вот. Может быть, по детям скучает, если дети есть. Ну, той женщине, что бы еще хотела бы добавить по поводу той женщины, да? Если они до сих пор вместе, да, то он мог увидеть ее искреннее, настоящее лицо, что женщина здесь подлая. Понимаете, что она заинтересована только в деньгах. Либо, не знаю, может быть, его отношения там. Либо он раскрылся так, что ее только чисто из-за денег используют. Но здесь почему-то я думаю, что мужчина все-таки разочаровался в этой женщине. Не зря же такие тяжелые карты вышли, да, здесь. Что все-таки каково ему с ней, скандалы, здесь какое-то разочарование, причем болезненная ситуация, да. И после этого, как этот нюанс произошел, он начал думать о вас. Просто и уже началась ностальгия, да, когда пошло сравнение. Но здесь однозначно по поводу этой женщины какое-то здесь идет разочарование. Так, может быть, она показала свое истинное лицо, что там не такая уж хорошая Мегера. Хорошая осталась далеко в прошлом. Так. И все-таки доволен ты своей на данный период времени жизнью? Скажи, предатель. Доволен ли ты? Держится молодцом. Молодцом. Какое-то принял решение. Решение касательно одной женщины. Женщина с ним на расстоянии, да. Он понимает прекрасно, что с этой женщиной у него отношения закончены. Здесь идет обоюдная блокировка, возможно, разрыв, да. Что ты понял? Что ты осознал вообще, предатель? Что-нибудь ты осознал в своей жизни? Что ты осознал? Да ни хрена он не осознал. Какой бледун был, таким и остался. Он здесь ничего не осознал абсолютно. Он думает в первую очередь о себе, о своих похотях. Это вот предатель собственной персоной. Он думает только о своих, понимаете, хотелках. Если вы думаете, что он изменился, я вас разочарую, нет. Ну, хотя бы что-нибудь относительно той женщины, которая смотрит этот расклад, который ты предал, что-то касательно нее, ты осознал ли? Он осознал то, что, понимаете, когда все равно... Когда вы были с ним рядом, вот надо было, понимаете, все-таки осознал то, что длительное время вы не с ним рядом, вы, конечно, женщина, изменились, здесь уже женщина стала уверенной в себе, он понял то, что здесь эта женщина не простит предательства, да, но все равно ему очень бы хотелось бы, например, с вами пообщаться, да, может попросить помощи у вас какой-то. Но и помимо этого, что здесь еще? Скажу одно, что он еще осознал, что все-таки ему было с вами хорошо, спокойно, наверное, да, здесь так. Так, что ты еще относительно этой женщины осознал? Ну, что он осознал, что вы для себя поставили здесь точку, что он нахрен вам не нужен, что вас, в принципе, устраивает то, что на данный период времени есть. И вы от своего мнения, да, от своего решения отказываться не будете. Он осознал, что, к сожалению, эти отношения невозможно будет восстановить. Почему? Потому что женщина здесь против. Женщина этого не хочет. Что ты еще относительно этой женщины осознал, которую ты предал? Он все-таки, знаете, что я вам скажу? Он осознает, что он с вами сделал, но он не будет меняться. Он таким же остался. Он осознал, что он вас обманывал, понимаете, злится. Это смешно. Ваш предатель еще и злится на вас. То, что... Ну, что с вами хитрил, все это прекрасно понимает, что он обманывал вас, при этом на вас, может быть, руку подымал, да, орал здесь как сумасшедший.
Ну, псих. Здесь у него с головой не все в порядке. При этом патологический лжец, бабник, изменщик, вор. Что-то еще относительно этой женщины я осознал. То, что все. Вы для себя здесь конец поставили. Понимаете? Относительно вас он осознал, что вы здесь поставили жирнющую точку. А ту женщину, ну, вас, на которую он променял, помимо этого там еще есть еще параллельно какие-то женщины, да, ну, может быть, это родственницы, может, мама, сестра, да, но касательно кому он ушел, он увидел там не ангел сидит, там дьявол тоже, поверьте мне, и она его тоже уже разочаровала. Он вас разочаровал, а та принцесса его разочаровала. По поводу вас он понял то, что здесь бесполезно, вы для себя решили. Тем более он понял то, что он собственноручно разрушил этот весь союз. Между вами тупик, и вы его не знать, не видеть не хотите. Для вас это конец. И что ты напоследок скажешь бывшей своей, не знаю, жене, девушке, любимой, что ты скажешь напоследок этой женщине. Все, он о вас будет мечтать. Вы для него женщина-мечта. Вы женщина, его истинный партнер. Все-таки он сейчас только будет оставаться, за вами наблюдать, за вашими успехами. Вы для него останетесь женщиной, той путеводной звездой, самой лучшей женщиной на свете. И помимо этого он будет постоянно вспоминать, если вы вместе проживали, даже если вы вместе работали, да, все равно вы останетесь навсегда в его сердце. Вот о чем он говорит. Теперь между нами все. Видите, как нет тебя со мной. Нет. И вот он когда-то от вас отстранился, от своей императрицы. Придурок! Он свою императрицу променял непонятно на кого. Ну, на шлюшек, наверное, своих. Была любовь, придурок упустил. Понимаете? А вот сейчас вы нужны ему. Нужны ему, чтобы помочь. Он без вас одинок. А что толку? Ну, иди. Тем более сейчас у него в жизни не так уж и все хорошо, да, что сейчас высшие силы за него взялись, у него какие-то там проблемы, причем серьезные проблемы. Ну, вот видите, спрашивали, что происходит у него в жизни, и так пошло, и вы здесь вышли. Так что не переживайте, вы для него останетесь той женщиной все равно на всю оставшуюся его скучную, мерзкую, короткую жизнь. Все равно вы останетесь той женщиной, та женщина, которую... Он все равно, как бы не хотел перед его маской вот этого неудачника, он вас все равно уважает, преклоняет свою голову перед вами, да? Потому что вы, правда, это та единственная женщина, которую он не оценил по достоинству. Вы остаетесь для него самой лучшей. Вот такой у нас сегодня был интересный расклад. Вот так поживает ваш предатель. Но основной был у нас разговор, каким-то образом вышли вы здесь. С кем срезонировало, будет очень приятно почитать ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал, принимаю заявки на личные расклады. Как можно будет со мной связаться, я оставлю все в описании к этому видео. Всем желаю счастья, здоровья, благополучия. И самое главное, в первую очередь, выбирайте всегда себя, любите своих детей. А мужик – это как автобус. С одного вышло, ждем другого, ничего страшного. И как всегда я вам скажу, до скорой встречи, дорогие мои девочки.